Здравствуйте, дорогие друзья! Общий таро-прогноз на 2025 год для представителей знака зодиака Стрелец. Давайте узнаем, мои дорогие стрельцы, чего ждать в 2025 году, как изменится ваша жизнь, каковы события будущего. И помним, жизнь не бывает полностью предсказуема. И, конечно, это общий таро-прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем таки приятное время и какие-то подсказки вы получите. Скорее всего, в 2025 году жизнь наша будет зависеть от внешних обстоятельств, каких-то событий, или, может быть, даже будет связано с решением ключевых партнеров, важных персон в вашей жизни. Это откроет, с одной стороны, новые возможности, но поначалу мы от них можем растеряться, поскольку прежняя стратегия не приносит результатов. А как действовать, мы еще пока не отстроили новую канву или последовательность этих самых действий. Потребует это в целом от нас как и внутренней адаптации, но и, что немаловажно, новых диалоговых форм. Помните, все решают люди, и договариваться как будто в 2025 году нам всем придется. Жизнь меняется, и многие события, ну и, наверное, предшествующий 2024 год как раз и свидетельствуют о том, что мы даже многого, то, что не предполагали еще в 2023, в 2024, оглядываясь назад, можем себе сказать: ух ты, надо же, а я даже и предполагать не мог, что таким образом может все обернуться. Давайте узнаем, что нам подсказывают карты. У нас сегодня две колоды. Колода Таро и оракул ангелов сердца. Оракульная колода, и мы на этой колоде позже узнаем, как знаки судьбы. Больше, конечно, описывают карты личную жизнь, но есть и те карты, которые обрисовывают сферу наших достижений или работы. Но вначале первая карта Таро. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Как видят эти карты, каковы энергии или сфера жизни, что вы будете перестраивать, возможно, переделывать или завершите, может быть, как раз. Что нового войдет в вашу жизнь в 2025 году? Чем запомнится 2025 год для вас, мои дорогие стрельцы? Карта Таро неожиданности. Что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что может препятствовать или может помешать? То событие, которое изменит вашу жизнь, может быть, сфера жизни, и событие, которое изменит вас самих. Итак, знаки судьбы, чему, возможно, больше придется уделять внимание. Но какой-то же знак дадут нам, правда? Достанем одну карту, откроем в самом конце. Итак, что же завершится или от чего вы откажетесь сами? Ну, понятно, карта Солнца не завершится. Но я могу предположить, что какой-то ваш проект, мои дорогие, вам придется пересмотреть. Другой разговор, что по этой карте идет, как ни странно, эгоизм и наше эго. Более того, по этой карте еще говорит направление, мы можем поменять. И я могу предположить, что в 2024 году, кто смотрит сейчас этот прогноз, вы могли себе, допустим, запланировать, что будете заниматься каким-то проектом. Поверьте, в 2025 последующие как бы полгода, как минимум первые, вы вынуждены будете или вас что-то заинтересует другое, или вы увидите новые возможности, или пусть проект останется тот же, но вы его будете осуществлять в каком-то другом направлении, в другом ключе, с другими партнерами. И это может касаться чего угодно. Все же карта выбора правильного направления. Вы несколько меняете направление. Вот в чем будет состоять начало, как минимум, 2025 года. И может проиграться у каждого в своей сфере жизни. Но если мы говорим, что завершится, вы окончательно можете понять, что для меня очень важны партнеры. Не просто как я себя вижу или как я вижу собственную самореализацию, а как это еще согласуется с людьми. Или, опять же, ключевыми персонами вашей жизни или обстоятельствами.
Здесь что-то мы не можем сделать в одиночку, раз, и нам придется завершать. Может быть, вы и рассчитывали где-то больше сами на себя, а здесь приходит понимание, что нет, мне вот как раз нужны или доверенные лица, или лица надежные. И поэтому где-то себя приходится так немножко, ну, если мы говорим на карта эго, приходится себя останавливать, или такие яркие эмоции, которые словно рвутся наружу, нам приходится тоже несколько в себе приглушить, чтобы себе же не навредить, сохранить это самое солнце. Для кого-то из вас эта карта может еще говорить о том, что в вашей жизни был человек, который попросту был эгоистом, правда. И вы ему много помогали. И здесь вы пересмотрите свое отношение к чему-либо, либо к кому-либо, либо какую-то вашу помощь. Это все равно вы словно измените направление в конечном итоге, потому что вы кому-то можете сказать «нет» в начале как минимум 2025 года. Вы будете большими реалистами, мои дорогие, буквально с первых дней Нового года. Давайте мы откроем последующие карты, потому что по старшему аркану можно до бесконечности, наверное, все перечислять, но видя другие карты, давайте попробуем это связать. И следующая у нас карта, мы задавали вопрос, что нового войдет в вашу жизнь. Новый уровень достатка, новые возможности и, правда, какое-то новое направление. Пусть мечта старая как раз, мои дорогие, ведь кто-то по аркану Солнца как раз из вас прежде отказался в чем-то себе. Себя поставил на паузу или себе сказал, нет, ты сейчас не можешь, потому что должен делать что-то другое. Вы себе именно какую-то догму могли поставить. И здесь эта догма завершается. Как ни странно, эгоизм, догма вот тоже проходят по аркану Солнца. Мы часто видим более позитивные моменты, да, как счастье, радость, но, поверьте, каждая карта имеет много значений. И если мы рассматриваем, завершается. И следующая карта у нас туз пентаклей. Всегда по тузу это как семечко, семя, которое мы садим в землю, и из него вырастает денежное дерево. Но это опять же начало, начинание. Это другое отношение к самому себе, другое отношение к миру, новые возможности. И прекрасное это всегда рост, это прогресс по этой карте идет. Или напрямую, как откуда к вам приходят деньги. И я должна сказать, что правда тут даже астрологически, да и мы сейчас видим, что в принципе могут меняться как и системы взаиморасчета, изменения ожидаются и на фондовых рынках, и на валютных рынках. Поэтому в сфере финансов нас всех ожидают изменения, но значит вы, мои дорогие стрельцы, можете выйти победителем из вот той даже турбулентной ситуации, которая для кого-то, ну, совершенно темна, или он не знает, как отстроить какое-то свое благополучие. Вы сумеете взять правильный фарватер, что немаловажно, в 2025 году. Давайте мы узнаем важное событие или чем вам запомнится 2025 год. Для кого-то выход из одиночества. Вообще это карта философа или того человека, который все знает. Когда вы берете, все-таки это карта духовная, когда вы берете совершенно новое направление по части того, что вы хотите осуществить. Ведь отшельник идет сам. Да, он идет в одиночку. И, может быть, какой-то проект вы хотите осуществить, но проект каким-то образом будет видоизменяться. Вы пересмотрите не случайно, почему отшельник уходит вот в такой в одиночное путешествие, а потому что для него есть какая-то более важная духовная цель, идея. Так вот, смена направления, она может проиграться, но и с другой стороны вы будете более осторожны по отношению к собственному социуму, окружению, и я могу сказать с уверенностью, это точно, мои дорогие стрельцы, кому-то вы скажете «нет». Идет наш отшельник и фонарь про образ, интуицию по преданию. И вот у вас будет работать безотказная интуиция. Обратите внимание. Включился вдруг на пути отшельника фонарь, и он видит змею, которая свернулась клубком на его пути. Любые подвохи вы как раз сумеете разглядеть, мои дорогие. Здесь больше вы будете настроены на то, что вы хотите осуществить в 2025 году,
Что важно для вас? В чем вы себе отказывали в прежнее время? Вы обязательно это проанализируете. Вам не захочется себе отказывать и впредь. Вам себя не захочется ставить на второе место. Вам захочется сменить, может быть, статус. Для кого-то сменить место жительства. Для кого-то из вас вообще изменить саму по себе концепцию жизни и качество жизни. И я должна сказать, если мы спрашивали важное событие, чем запомнится, вам никто не будет мешать. Вы правильно расставите приоритеты. И если мы говорим, есть два слова – цена и ценности, важно не путать. Так вот, ценности это как раз проходит по аркану отшельник. Он меркантильность никогда не поставит на первое место. И может быть, с учетом, мы начинали по карте Солнца, я сказала, как и эгоизм кого-то другого, с которым вы столкнулись. Но, может быть, это были, кстати, у кого-то и проекты, вас тянули в какой-то проект, вот такое может быть. Наобещали золотые горы, но где-то в 2025 году вы уже видите, ага, обещанное 3 года ждут. Или мне говорили одно, а по факту вышло что-то другое. И вы тогда будете тоже искать новые пути, чтобы выйти из какой-то зоны ограничений. Или из того, что было обещано, но не реализовано. Или вы для себя увидите какие-то совершенно в другом чем-то перспективы. А для кого-то из вас вы откроете попросту бизнес или какую-то свою тему, свое ремесло, но это, по сути дела, ваша самодостаточность. Самодостаточность в каком-то новом ключе и с первых месяцев 2025 года. Каковы могут быть неожиданности? По четверке Пентаклей это не карта даже неожиданности, это карта сохранения или есть карта жадины. Вы можете, кстати, столкнуться с людьми, вот если опять же возвращаясь к карте эгоизма, что вы были для кого-то как открытая книга, или вы кому-то были всегда готовы прийти на помощь. Перед вами предстанут люди, может быть, даже близкие, я могу такое предположить, вы их словно увидите в другом ракурсе. И это может для вас означать некоторую, вот как внутренняя революция. Для вас могут быть неожиданные решения каких-то людей, которых вам казалось, вы очень хорошо знали. Тут действительно вы можете столкнуться с тем, что вам придется кому-то сказать нет, потому что нет взаимного отклика. Словно наши отношения напоминают игру в одни ворота. Вот что-то такое. В неожиданностях, когда вы сами в себе, ну, где-то можете открыть такое желание, я не хочу ни с кем делиться, правда. Чувство уверенности в самом себе и в том, что именно я могу осуществить какой-то свой проект. Может быть, вы придете к выводу, что я себе во многом отказывал, а вот теперь как раз нет. Неожиданности таковы, что я именно хочу жить так, как я хочу, а не кто-то мне советует. И я хочу пересмотреть свои стратегии и тактики именно потому, что очень много сил уходило впустую. Много средств, мои дорогие, может быть, тоже уходило впустую. По сути дела, захочется быть жадиной. Вот это такой момент вполне я могу допустить. Давайте посмотрим, что же вам будет помогать. А вам нужно с чем-то определиться. Не должна быть какая-то прокрастинация. По этой карте мы никак не можем сделать выбор, а возможностей у вас будет много. И если мы говорили о карте Солнца и где-то в контексте четверки Пентаклей, с одной стороны, хоть и паузы хочется, но она не должна быть слишком продолжительная. Может быть, от того, какой выбор даже по части партнеров вы будете делать в начале года, зависит, каково будет продолжение на последующие месяцы года. Эта карта достаточно мелкая, если мы говорим, что будет помогать. В целом она как раз и говорит, сколько не раздумывай, а в 7 сторон ты сразу не пойдешь. Придется выбирать что-то одно. Давайте я дополню, чего это может касаться. Ну, у каждого свой выбор, безусловно. И десятка кубков, карта радости, карта счастья, карта возможностей и всего того, что нам приносит не только вдохновение, но еще и материализацию наших проектов. Это и теплый, уютный дом, это где-то мы можем сказать, поскольку кубки, то, что нас и вдохновляет, радует, когда у нас получается что-то доброе осуществить. Для кого-то буквально вы сможете приобрести недвижимость,
для кого-то из вас создать семью. Но выбор, вот как раз ваш выбор, мои дорогие, а для кого-то достигнуть определенного статуса через ваш бизнес или через построение вашей карьеры или финансового благополучия. Все это включает десятка кубков. Радость, счастье, опять же. Но изначально присутствует его величество выбор. От того, какой вы правильный выбор сделаете, может быть, в начале 2025 года напрямую зависит ваше состояние души, финансов и качество жизни. Давайте мы узнаем, что же вам может препятствовать или что вас может где-то сдерживать, помешать осуществлению задуманного. Вы знаете, у вас должно все согласовываться с законом. Все-таки аркан справедливости – это причина и следствие. И с одной стороны, если вы долгое время кому-то помогали, и пусть даже вот просто так, ну, из добрых каких-то альтруистических моментов, то, скорее всего, пространство откликается, и пусть помощью или через помощь других людей к вам тоже приходит помощь или для вас приходят какие-то возможности. Но мы все разные, ситуации у нас в жизни тоже разные. И карта говорит, если прежде какие-то незаконченные дела, вопросы, или ты сделал что-то, ну, может быть, совершил ошибку, скорее всего, этим придется еще где-то заниматься в 2025 году, подводить словно этот итог. Или буквально оформлять какие-то документы. Для кого-то из вас может быть связана какая-то концепция личной жизни. Мы говорили с вами по аркану Солнца. Эгоизм. Когда вы понимаете, что нет, я лучше иду один, чем вместе с кем попало. Вот такое может проиграться. Все же жизнь не бывает полностью предсказуема. И тогда вы точно захотите поставить точку в тех отношениях, которые не несут вам ни радости, ни счастья, не служат вдохновением, не взаимопонимание вообще даже минимальное утрачено. И противоположная сторона может возражать. Вот я могу такое допустить. И что препятствует? Препятствует где-то, что судебные, к примеру, разбирательства, они будут завершены. Но, может быть, вам придется обращаться, допустим, к специалисту или постоянно где-то держать в фокусе внимания, что персона ненадежная, оппонент, как бы, да, можно ожидать от него чего угодно. То есть держать руку на пульсе, это точно, мои дорогие стрельцы, вам придется. И помните, ваша задача не нарушать закон, не действовать, ну, где-то опрометчиво, не действовать по наитию. Нужно, чтобы ваш каждый шаг, он словно или буквально был подтвержден какой-то бумагой в зависимости от того, что вы хотите осуществить или чем вы занимаетесь. Но также будьте внимательны, где вы ставите подписи или личные печати, если таковые имеются, потому что закон причины и следствия, он как будто работает. И если вы, опять же, все делаете хорошо, то тогда закон, как раз, мои дорогие стрельцы, он на вашей стороне, он вам скорее будет помогать. Давайте посмотрим события, которые меняют вашу жизнь. Да тут сами по себе перемены. Еще один старший аркан. И нам говорят о том, что отпускай все прошлое. Поэтому проведите ревизию своей жизни в начале 2025 года или когда вы смотрите это видео. Прочувствуйте свою собственную душу, мои дорогие стрельцы. Вспомните о себе, о своей мечте, что вы всегда хотели осуществить, каким вы себя видели, может быть, прочувствуйте, как будто у вас это уже есть. Визуализация – это основа всего, потому что мысль материальна. А если мы где-то визуализируем то, что мы словно уже получили, мы к себе притягиваем это будущее, мы словно протягиваем себе руку помощи из будущего, и какие-то проекты будут осуществляться быстрее. Ведь это тогда карта скорости тоже. Как будто убыстряются события, быстрее что-то происходит. И для кого-то это может быть и переезд, для кого-то это может быть пересмотр по отношениям, или наоборот, ну, по работе, или все зависит от того, мы все разные, я уже не буду подробно повторяться, если личная жизнь, в какой концепции сейчас находится, это ваша личная жизнь. Но изменить ее в сторону счастья, ведь это карта успеха. Но это тот успех, который зависит от наших действий и принятых важных решений, но изначально, опять же, выбора. Очень последовательно ложатся карты в вашем раскладе. Перемены сами по себе на пороге. Они просто ждут, когда вы сделаете выбор.
мои дорогие стрельцы. Событие, которое изменит вас. И, по сути дела, это новое начинание. Очень символично, что туз Пентаклей у вас как раз что нового войдет в вашу жизнь. А здесь по пажу Пентаклей это что-то основательно новое. Для кого-то, да, это может быть вопросы, связанные с детьми или, мои дорогие, рождение ребенка. Ну, перекладывайте на себя, для кого это актуально. Если меня смотрят девочки, и, может быть, вы уже готовитесь стать мамой в 2025 году. Для кого-то это будет, поскольку паж Пентаклей, концепция вашего нового творчества, нового ремесла, бизнеса. По пажу Пентаклей мы очень досконально что-то изучаем. Мы берем новое направление, опять же, с чего мы начали. В конце выпадает эта карта. И вот это направление вы сами меняете. Делаете этот самый выбор. Меняетесь и вы сами, и меняется ваша жизнь. Мне нечего добавить. Давайте откроем карты Оракула. Для кого-то напрямую карта говорит, что какая-то персона, тот человек из прошлого, которого вы уже знали, он возвращается вновь в вашу жизнь. И это может быть в разных сферах жизни. У кого-то это может быть прежняя дружба, а тут вы надумаете оформить ваши отношения. Для кого-то из вас это могут быть взаимосвязи с теми людьми, с которыми просто были контакты, но, может быть, сводит вас судьба вместе, и вам хочется узнать друг друга получше, поближе. И такое тоже могу предположить. Для людей семейных, у кого все хорошо, вы можете партнера для себя увидеть или открыть с каких-то новых личных качеств, которые вы прежде не замечали. Тогда здесь продолжение следует, и причем такое достаточно приятное продолжение. Давайте я достану еще одну карту. Что нам, как знаки судьбы, скажут еще для вашего знака зодиака. Да, и нам говорят, что для того, чтобы быть счастливым, нужно работать над отношениями. И правда, это самое главное — услышать партнера. А для кого-то из вас карта напрямую будет говорить о том, что пора закончить ваше одиночество и где-то отойти. Ведь когда мы в одиночестве, когда мы в сольном варианте, мы поневоле тоже становимся словно эгоистами. Есть такое, как бы это ни звучало, не очень красиво, но ведь это правда, мои дорогие. И мы не сможем построить новую личную жизнь или новые отношения, когда мы ориентируемся больше на самих себя. Мы больше с позиции тогда жадины где-то, мы не хотим делиться эмоциями, даже не обязательно мы берем какую-то денежную концепцию. А когда мы если и хотим что-то продолжать, то чтобы оно было продолжено в нашей какой-то концепции или в нашем ключе. Мы хотим, чтобы с нами обязательно согласились. А тут вопрос не в том, что с нами все согласятся, а вопрос в том, как мы сумеем правильно взаимодействовать с окружающими. Но сольный вариант, мои дорогие, как будто карты не рекомендуют рассматривать. Ваша задача — быть счастливыми в 2025 году. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.